Всем привет, вы на канале Twinkie Time, мы продолжаем проходить Coffee Talk. Не спрашивайте меня, почему так много подряд было Coffee Talk, я просто когда записывала наперед эти видео в связи с переездом, я как-то немножко протупила и записала слишком много Coffee Talk, и сейчас я его записываю, потому что у меня появились некоторые проблемы с другой игрой, я их сейчас решаю, поэтому, сложно, сложно, все неважно, вот. Давайте просто музыку послушаем, ладно. Давай какую-нибудь другую. Не, мне не нравится. Не, мне не нравится вся эта музыка, нет. Не качает. Вообще нет. Оно не качает. Не качает, все, серьезно, давай другую вообще. И монетизации не дает, и не качает. Но это бред, слушай, так не должно быть. Дайте хоть как-нибудь. Ладно. Ладно, пофиг. Давайте прочитаем вечернюю молву, потому что мы вроде как в прошлой серии пропустили. Мы 2 пропустили. Господи. Грыбать. Ладно, давайте 2 прочитаем. Это длинная. А это тоже такая. Давайте одну прочитаем, а следующую в другой серии. Ладно, пофиг. Тихая любовь. От Фрей и Фатима, 30 сентября, да. Субботний вечер. Я, как обычно, заехал за ней, чтобы забрать на свидание. Да, я сказал, как обычно, вот только, честно сказать, не могу припомнить, чтобы мы хоть раз выбирались на настоящее свидание. Может, мы и не выбирались бы, но в тот день нам выпала редкая возможность посетить мероприятие, целиком посвященное нашему хобби. Так что мы, а точнее я, точно не собирались упускать эту возможность, променяв ее на очередной вечер в компании уютного дивана. На тот момент мы встречались 4 месяца, иронично, но более противоположных по характерам людей нужно было еще поискать. Я, например, терпеть не мог просиживать выходные у себя в квартире, а ей только волю дай, и она бы в 4 стенах замуровалась. О, это я! В итоге мы пришли к чему-то среднему. Я стал просиживать выходные в квартире у нее. Зачем париться и стоять в пробках, когда можно просто заказать еду и спокойно посидеть и расслабиться? Именно так она и говорила каждый раз, когда я спрашивал, не хочет ли она куда-нибудь сходить. Это просто я. Спустя месяц подобных разговоров я просто постарался привыкнуть. До места проведения Игрофеста было рукой подать, но мы попали в пробку. Впрочем, ничего удивительного. По выходным другого ожидать не приходится. В целом поездка прошла практически в полной тишине. Я разве что включил песни своего плейлиста, и мы периодически им подпевали, если она знала текст. Ну а если не знала, то мы просто ехали молча. Однако стоило нам попасть на сам фестиваль, как затворница тут же внезапно превратилась в самого дружелюбного и общительного человека в округе. По сравнению с ней, даже я выглядел молчуном, а я, между прочим, считал себя душой любой компании. Сначала мы просто гуляли и здоровались со знакомыми, даже с кем-то из незнакомцев, а затем, наконец, перешли к главному действу. Мы пробовали одну игру за другой, а затем активно делились впечатлениями от сюжетов, дизайна, музыки, геймплея, атмосферы, словом, от всего, что привлекало наше внимание. Но во время самого процесса игры она вообще ни с кем не разговаривала, видимо, выполняя заряд своей социальной батарейки, потраченной на общение с людьми вокруг. Восполняя. Мы вернулись к ней в квартиру, она заварила нам зеленого чая с молоком, и мы вместе уселись смотреть Netflix, периодически перекидываясь парой фраз. «Тебе, наверное, уже со мной надоело, да?» – внезапно спросила она. «Ты чего, снова за свою?» «Извини, просто ты сегодня вел себя тихо, мне показалось, ты за что-то на меня злишься». «Что? Нет, ни в коем случае, с чего бы мне на тебя злиться? Ну, знаешь, я жутко замкнутая, ты наоборот. Временами я не понимаю, зачем ты вообще со мной встречаешься, и думаю, что мешаю тебе жить нормальной жизнью. Не накручивай себя, я шикарно провел время, я понимаю, что тебе редко удается просто посидеть дома и расслабиться. Понимаю, насколько это для тебя важно. И благодарен за то, что ты решила пожертвовать отдыхом ради нашей сегодняшней поездки. Скажи, за что ты меня любишь?» «Ты уже столько раз задавала мне этот вопрос», — ответил я, слегка толкнув ее локтем. «Ну, я просто хотела убедиться». На ее глазах начали наворачиваться слезы. Тише, не плачь, честно говоря, я не знаю». «Вот опять. Я честно не знаю, мне просто приятно быть рядом с тобой. И рядом с тобой я счастлив, спокоен и вообще... Разве обязательно нужно знать? Любить кого-то, не зная, за что, опасно?» «О, поверь, я целую вечность был в раздумьях, а потом понял, что лучше ничего в жизни не испытывал. А что насчет тебя? За что ты меня любишь?» «С чего ты взял, что я тебя люблю?» Подо мной будто пол провалился. Увидев мое шарашное лицо, она улыбнулась, хихикая сквозь невытертые слезы. «Видел бы ты сейчас свое лицо. Не шути так, ты меня чуть до инфаркта не довела. А зато теперь я знаю, что ты меня действительно любишь», — с улыбкой ответила она. «Так что насчет моего вопроса? Секрет». «Нечестно, я же тебе ответил. Не хочу расстраивать, но не знаю, не считайся, дорогуша». Зато я не врал. «Да знаю, я знаю». Ее слова растворились в тишине, и вот мы снова молчим.
Вот так мы и живем. Я и моя девушка-интровертка. В этот раз я, конечно, соврал ей. Не понимать, за что любишь свою вторую половинку, чертовски пугает. Вряд ли я мог бы испытывать подобные чувства к кому-либо, кроме нее. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить, думал я на обратном пути, сидя в машине в полном одиночестве, окруженной одной лишь тишиной. Суховато. Суховато в некоторых моментах. Я неправильно выразилась. Ну, наверное. Ну, хотя для такого небольшого текста, в принципе, нормально. Значит, отпуск. Тебе бы тоже отдохнуть. Знаю, но не сейчас. Сначала нужно добить черновик. Как мы вам уже говорили, у вас все получится. Спасибо, Нил. Кстати, ты уже закрываешься? Не знаю. А что? Думаю, продолжить работу над черновиком. Тогда милости просим. Точно? Может, еще напиток за компанию, по-прежнему за счет заведения? Ни в коем случае не откажусь. А, да? А, да. Сон в летнюю ночь сладостный, незабываемый, словно летний чай, черный чай, лимон и что-то еще. Что-то там еще есть. Корица, может? Я не знаю. Правда, не знаю. Я запись хоть включила. Пятница, 2 октября 2020 год. Мне срочно нужен второй экран. Разработка нового, более безопасного гневоутоляющего препарата может ускориться. Экшн-видеоигру Rising Hell обвиняют в провоцировании школьного насилия. Rising Hell. Вечерняя молва поддерживает народ в вопросе ужесточения законов об оружии. Блин. На самом деле у меня немножко болит горло, то, что я много говорю, потому что снова записываю серии подряд. Поэтому извините, если я временами буду... Не, молчать тут не получится, ладно, забейте. Добро пожаловать, Бейлис. Привет. Я сегодня раньше всех? Ага. Что-то новенькое. Что? Что такое? Что там? А Фрей где? Сказала, что придет позже. Встречается со своими друзьями-писателями или вроде того. Чего бы им тут не встретиться? Она же здесь постоянно сидит так. Ее друзья сюда тоже захаживают. Только куда реже, чем она. Значит, встреча писателей. Интересно, какие темы они говорят, когда проводят время вместе? Я их не первый год знаю. В общем, есть у нее такая привычка, когда она говорит о друзьях. Значит, все проходит вполне обычно. Но если о друзьях-писателях, то, скорее всего, они обсуждают свои дела. Комментируют работы друг друга, либо обсуждают и отбирают идеи. Занятно. Даже кодовое слово для встреч придумали. О, все не так. Она и сама не замечает, как это говорит. Просто трудно было не подметить. Еще занятнее. Часто вам доводится такое подмечать? Это часть моей работы. Почему же? Сюда каждый день приходят посетители. Бывает общительные, бывает не очень. Но иногда все сразу становится ясно и без разговоров, ведь многое можно понять по их языку тела. Например, нуждаются ли они в собеседнике или просто хотят побыть в одиночестве. И к заказам это тоже относится. Потому что, знаете, иногда то, что человек заказывает, расходится с тем, что ему нужно. И подумать не мог, что все так серьезно. Что вы подмечаете, глядя на меня? Сейчас был звук у меня в наушниках, будто бы к Дискорду кто-то подключился. А я не сижу в Дискорде. Страшно. Ладно, не скажу. Почему? Тогда будет не так весело. В каком смысле? Могу сказать одно. Весь процесс общения с посетителями всегда строится, в том числе на чтении языка тела. Включая наш разговор. Черт. Теперь понятно, почему вы не торопитесь распространяться. Мне этого хватило, чтобы почувствовать себя так, будто с меня всю одежду сняли. Кстати, я же ничего не заказал. Что будете? Горячий шоколад с имбирем и корицей. Слыхал, что он помогает, когда на сердце грустно. Горячий шоколад с имбирем и корицей. Попробую только сказать, что я тебе что-то неправильно сделала. Тут конкретно мне ингредиенты дали, это я не могу запороть. Типа он мне... Грустное сердце. Ого. Готово, ну покажи. Грустное сердце. Возьми свою боль и спрячь ее в тени. Ох. А можно, пожалуйста? Спасибо. Дизайнер, да ты. Мы тут читали? Занимаюсь дизайном, часто бываю в художественных галереях и музеях, закончил школу искусств, рисую, проектирую, зайду. Да, это читаю. Что я люблю? Панк. Слушаю Pumpkin Spice еще с тех пор, как пешком под стол ходил. Как я прожигаю свою жизнь, избегаю родственников, познаю жизнь шаг за шагом. Когда-нибудь у меня будет собственная персональная выставка.
Окей. У Гала еще нету 2. Миртл. У Нила вообще 0. Нормально. Так, как тебе? Тут я налажать просто не могла. А вы довольно романтичная натура. Тратите время на красоту. Только на особые напитки для особых посетителей. Вэлори, знаете, расскажите о себе. Что вас интересует? Что угодно. Например, сколько вам лет? Достаточно, чтобы открыть свою кофейню. Да уже. Да уж. Пожалуй, мне стоит извиниться за такой вопрос. Не стоит, но другого ответа от меня вы не услышите. Я теперь в сомнениях, чтобы спросить дальше. О боже. О боже, ты чего? Всем привет. Это нужно заскринить. На нее глаз дергается. Чего вы на меня так смотрите? Фрея, вид у тебя ужасный. Нет, не ужасный. Ужасный, ужасный. Нет, я говорю. К сожалению, вынужден согласиться. Действительно ужасный. Что с тобой сегодня? Лучше спроси, что не со мной, а не со мной. Адекватный сон. И готовый черновик. Тебе отдохнуть надо. И проспать дедлайн? Чёрта с два. Бейлис, извини. Но сегодня поболтать не выйдет. Мне нужно дописать начатое, и тут никак не обойтись без океана эспрессо. Ты уверена? Тебе действительно стоит отдохнуть. Может, лучше чего-нибудь, чтобы полегче уснуть? Эспрессо. Просто приготовь. Ой, как он там готовится? 2 эспрессо и что еще? Кофе. А, 3 кофе, поняла. 2 эспрессо. Ну, все неважно. Все неважно. Мое умение в кофе прям супер. Не хочу я готовить, Фрей. Тебе и правда надо отдохнуть. Просто приготовь мне мой чертов эспрессо. Ладно. Фу. Теперь можно заняться делом. Как прошла встреча? Неплохо. Получила кучу полезных советов, только это означает, что довольно многое придется переписать. Все не так ужасно. Это вполне нормальная практика. Ну, просто... Пойду... Мамочка, не пугай меня. Пойду в свой родной угол. Может, после кофе. Получится просидеть ночь. Ужасный вид у нее. Ужасный. Но на ее счет не волнуйтесь, она все допишет. Не впервой? Да, только сейчас на карту поставлено куда больше, чем обычно. Так, почему вы решили сегодня заглянуть? Сам не знаю. У меня не было никаких планов на вечер, и это место просто вдруг в голову взбрело. Ни с того ни с сего. В таком случае мне стоит поблагодарить ваше подсознание. Думаю, да. О боже, это его девушка? Или бывшая девушка, не знаю, они там вместе, не вместе. Только не уверен, стоит ли мне. Привет, Луя. Привет, Бейлис. Как... Ты первая. Не, давай ты. Просто хотела спросить, как у тебя дела. Нормально. А у тебя? Тоже неплохо. Пожалуй, для начала что-нибудь закажу. Да, конечно. Давай. Привет, Вэлори. Что будешь? Кофе, имбирный пряник. Покажите, пожалуйста, потому что я все забываю. Кофе, имбирь, корица. Кофе, имбирь, корица. Кто? Это я могу. Это я могу. Это у меня есть. Готово. Спасибо. У меня бабушка такое же делала. Навевает воспоминания о ней. О моем детстве. О окружении семьи. Как на работе? Да ничего. А у тебя? Я пока не беру заказы, потому что, ну, ты понимаешь. Ага, понимаю. Ты достаточно скопил, да? Вопрос очень в твоем стиле. Ну да, достаточно. Спасибо тому доставучему заказу. В итоге все нормально закончилось? Вроде того. По крайней мере, заплатили вовремя. Да еще и немало. Как долго думаешь отдыхать? Не знаю. Видимо, пока не разберусь с проблемами. С какими же? Я расскажу. Только никому, ладно? Даже бариста нельзя рассказывать? И даже бариста. Ладно. В общем, есть одна девчонка. Я ее люблю. Мы уже несколько лет встречаемся, но я не могу понять, в какой точке мы находимся. Что случилось?
Где-то неделю назад мы поссорились. Дело привычное, но все как-то слишком обострилось. А что так? Думаю, нас обоих накрыла усталость. Мы понимали, что боремся против многовековой традиции. С той самой ссоры мы так и не общались. Не стоит оставлять конфликты неулаженными. Но я не могу решиться с ней заговорить. Почему? Я и сам не уверен. Может, слишком гордый. Или устал. Может, понимаю, что шансы прийти к наилучшему для всех решению крайне малы. Элис, хочу задать тебе вопрос. Давай. Как думаешь, что она сейчас чувствует? Если честно, не знаю. Она, конечно, другого поля ягода. К счастью. К счастью? По крайней мере, происходящее не сильно навредит ее карьере. Хорошо, что у меня нет постоянного работодателя. Могу взять и уйти на перерыв без особых проблем. В профессиональном плане мне до нее далеко. Мне кажется, ты не прав. Думаешь? Если бы на ее месте была я, мне было бы сложно жить как прежде. Я бы притворялась, что все хорошо, просто чтобы скрыть свои проблемы от окружающих. Приятного в этом мало. Так и есть. Но мой друг однажды сказал мне: не избегай неизбежного. Должно быть классный парень. Ну да. Бейли, что с нами будет дальше? Не знаю. За эту неделю я успела завести парочку новых знакомых. Включая этого мужчину-супермодель. Ты в курсе? Девушка, сидящая в том углу, рассказала. Да, включая его. Как тебе? Чувствую себя дурой. Чего? Он наговорил мне кучу вещей, о которых я старалась не думать. Кучу правдивых вещей. Он немного на тебя смахивает, в плане заносчивости. Вы бы поладили. Сомневаюсь. Противоположности притягиваются и наоборот. Говорил тебе кто-нибудь такое? Ага, частенько. Один эльф-хипстер. Вот, поговорили вы с тем парнем, и что теперь думаешь? Ну, о нас. Не знаю, Бейлис. А ты? У тебя что-нибудь такое было? По правде, да. Ты повстречала вампира, а я оборотня. Бывает же. И правда бывает же. А что оборотень? Если честно, ничего особенного. Но он высказал дельное замечание о важности семьи. Бейлис. Да, я в штыки уперся, когда ты пыталась уговорить меня помириться с родными, и я понимаю, почему ты пыталась. Но после слов Фрей меня будто током ударило. Что она сказала? Что я просто оправдывал тобой свое желание сбежать от родных. Хотя на самом деле я хочу сбежать ради себя. Бейлис, ты меня знаешь? Знаю. И знаешь, что я думаю по поводу ухода из семьи. Видимо, я не очень хороший человек. Я понимаю ход твоих мыслей. Свой своему поневоле друг. Как нам быть? Луя, позволь мне бросить своих родных, постараться понравиться твоим. Кажется, так будет куда легче. Но как же твое бессмертие? Тебя остальные эльфы будут стороной обходить. Меня будет обходить стороной кучка высокомерных выскочек? Чудесно. Ты проживешь долгую жизнь, но ни идеального здоровья, ни других привилегий идеальной эльфийской жизни тебе не видать. Ты какая без тебя идеальная жизнь? Ой, как мило. А что, если мы разойдемся? У тебя ничего не останется. Скажешь, что я виновата. Луя, никогда я тебя ни в чем не обвиню. Ты про того прошлого меня? Да, он бы в жизни на себя не подумал. 100 отговорок бы придумал, но сам никогда не признался бы. Только теперь все по-другому. Знаешь почему? Потому что за 10 лет вместе с тобой я научился невероятно многому и стал лучше, чем был прежде. Так что не волнуйся по этому поводу. Сейчас ничего важнее тебя в моей жизни нет. И не нужно мне это бессмертие, потому что жизнь без тебя не жизнь вовсе. О боже мой, какие тут происходят... Капец. Капец. Ну ладно. Есть парочка моментов, с которыми я прям максимально не согласна, но это чисто мое мнение, и у каждого оно будет свое, и у каждой... Так что, как-то так. Могу, в принципе, высказать, а могу и не высказать. Хз. Я тебе верю. Опа! Что это? Скрины? Это скрины. О, это что? Что это было? Что это сейчас последнее было? Дали достижение Love of My Life. Что это сейчас последнее было? Что это за... Хз. Ну я. Бейлис. Такое чувство, будто мы герои мыльной оперы. Похоже на то. Ладно, и каков наш план? Завтра суббота. Идем на свидание? Я к родителям собираюсь. О. И ты собираешься вместе со мной? Чего? Так внезапно. У тебя есть планы на завтра?
Ну, нет. Просто я еще не готов. Ничего, справишься. Ты хочешь их предупредить? Все нормально. Ну, они ведь никогда не говорили, что не одобряют межрасовые отношения. Они, конечно, не очень высокого мнения о эльфах, но ты можешь это дело исправить. Ладно, с этого вполне можно начать. Можно. Значит, решено. Не знаю, что завтра будет, но об этом и обо всем остальном можно подумать позже. Солидарен. Так, получается, ты не против, что я... У меня были сомнения, но теперь я уверена. Я тебе верю. Луя, спасибо. Ты все еще у Феррена живешь? Ага. Сегодня ночуешь у меня. Чего? Я твоя соседка? Ой. Ой. Он сказал, твоя соседка. Я прочитала это, как я твоя соседка. Что это было? Ладно, не важно. Все, так надо. Да, ты ее соседка теперь. Она уехала на выходные и устроила себе небольшой отпуск до вечера воскресенья. Выходит, судьба на нашей стороне. Вэллори? Да, мы уходим. Спасибо, что целую неделю составляла нам компанию. Вам спасибо. Мы пошли. Увидимся. Пока. Что я могу про них сказать? Ну, интересная, конечно, парочка такая, да, забавно. Забавно, но я считаю, что парень более прав, чем она. Ну, в плане родителей. Потому что она, типа, буквально ему говорит, что не нужно уходить от своих родителей, хотя он этого хочет, как бы он сказал, он хочет. А она говорит, ну, родители, это же так важно, типа. Ну, я утрирую немножко, конечно же, но, тем не менее, плюс-минус это выглядело так. И, типа, у меня родители, допустим, плохо со мной обращались. Но это я не про себя, я, например, говорю. Просто теоретически. И типа, почему, если родители, они решили меня родить, они решили там буквально вести себя со мной плохо и буквально просто из-за того, что я делаю какой-то свой выбор, меня выкинуть. Так, а зачем они тогда мне нужны? Для чего? Зачем сохранять отношения, которые заведомо уже потеряны? Для каких целей? Просто потому, что они родили тебя? Зачем? Ну, если у тебя есть возможность сепарироваться от них, если у тебя есть возможность уйти от родителей, которые токсично к тебе относятся, которые делают что-то не так, или которые, в принципе, проявляют к тебе неуважение, или то, что ты показывают то, что ты не являешься для них никаким важным аспектом жизни, зачем нужны эти отношения тогда? Вот у меня такое видение, и она должна была как-то больше понять его ситуацию и понять, что это его решение, типа... Если вдруг он бы когда-то сказал, ты виновата в этом, это уже была бы его проблема. Тут он бы был 100% неправ, это, ну, очевидно. Ну, а какой смысл ей думать об этом и бояться? Если бы он так сказал, ну, все, ладно, окей, типа, пофиг, ну, сказал, до свидания, значит, я хз. Ну, конечно, я снова же немножко утрирую, но я просто пытаюсь высказать свою позицию максимально понятно, как могу. Так, с ума сойти. О, ты снова с нами. Просто притворялась, что не замечаю. По сути, из-за таких, как они, я пишу свою книгу, так что обязана увидеть, чем все закончится. Иначе будет совсем не то. Жестоко. Чего? Нет же, просто... Ладно, жестоко, прости. Зато теперь у тебя хотя бы чуть более здоровый вид. Пока что. Ничего не могу сказать про свое состояние, пока не закончу. И я не... Че она так удивилась? Шо там? Тяжелые шаги какие. О май гад. О май гад. О май гаш. Скрины. Ух ты, чё. Держись, все нормально. Возьми себя в руки. Ага. Ух ты. Края сюда. Это волк? Это ведь он? Думаю, да. Здравствуйте. Ты с ума сошел? С оборотнем в период гнева, как с простым посетителем разговариваешь? Сошла. Доверься мне. Должно быть, он не случайно пришел именно сюда. Расслабьтесь. Вам что-нибудь нужно? Может, что-нибудь, чтобы успокоиться? Я не помню. Да ты гонишь, это что? Тут реально такой элемент, это ее... Нет,
Секундочку. Я на это не согласна. Я знаю, это немножко читерно. Это чуть-чуть читерно, но я не согласна. Вообще абсолютно. Прям я не согласна. Я даже не буду этого вырезать, скорее всего, потому что мне впадло, короче говоря. Ну, я не знаю. Чай? Сейчас я, конечно, проверю. Я не хочу этот момент сейчас Нет. Я не знаю, первое, что нашла, чай, молоко, имбирь. Сейчас посмотрим, насколько правильно. Чай, молоко, имбирь. Давай, фигач. Ну да, я загуглила, ну извините, блин. Галахад. Я типа впервые за вот это... Не только за эту игру, я в принципе гуглю максимально редко, только если прям ситуация, которая меня просто побуждает гуглик. Но вот сейчас это ситуация, я так скажу. Я должна была, извините, правда. Ваш? Давайте почитаем. Можно я почитаю? Дай мне почитать. Не дает, прикинь. Залей ему в рот, кинь ему чашку в рот. Ну, не чашку, а выпить. Ушел? Ну, он тупо ушел. Какого? А дайте мне посмотреть. Это точно он был? Судя по реакции на напиток, однозначно. Ну, кто бы это ни был. Что? Кофейня в безопасности. К счастью, да. Только думаю, что сегодня закроюсь рано. Лучше обойтись без дальнейших происшествий. Ну и надо прибраться. Хорошая идея. Доберешься до дома сама? Справлюсь как-нибудь. Береги себя. Дайте почитать. Ладно, потом почитаем. Это жесть какая-то. Я должна была это... Я просто должна была, вот правда. Ладно. Думаю, сюжет мы пока сейчас не будем проходить. Мы сейчас прочитаем вторую статью, а третью оставим на следующую серию. И еще прочитаем то, что у нас добавилось в дневник. 3 октября. Недавний кассовый фильм компании Вайрштейн раскритикован на выставлении оборотней в плохом свете. Каучелло 2020, что можно и чего нельзя. Посол Атлантики проводит переговоры с ПИК по вопросам иммиграции. Так. Добро пожаловать. Мы даже не смотрим пока что, кто там. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Имбирный чай с молоком, способный остудить пыл и согреть душу. И что у нас здесь? Гала. Коротко обо мне. Что я люблю? Поесть. Что-нибудь теплое с имбирем. Послушать группу Metal Maiden. Почитать цельнометаллического одиночку, как я прожигаю свою жизнь. Пытаюсь помочь себе, помогая другим. Окей. И прочитаем вот это вот. Не вот это вот, а прошлое, получается. А, нет, подожди, тут, блин, уже 3 накопилось, прикинь. Ой, какое длинное. Ладно, читаем тогда сейчас вот это, а остальные 2 потом. Заветное желание одного человека от Фрей и Фатимы снова. Снова, сказал я, выдыхая сигаретный дым. Что снова? Я успел влюбиться дважды, пока ехал сюда поездом. О, господи. Вздохнула она, всем своим видом показывая, как ей не терпится затушить свою сигарету прямо об мое лицо. Ничего не могу с собой поделать. Знаешь, так ведь куда проще, когда наблюдаешь за кем-нибудь издалека, с нуля рисуя свой собственный образ чьей-то жизни и не обращая внимания на его или ее очевидное несоответствие действительности. Так ведь куда проще. Ты же понимаешь, что так продолжаться не может. Нельзя всю жизнь бегать от реальности. Ты еще пользуешься тем приложением для знакомств. Может, прозвучит глупо, но в следующий раз постарайся поменьше придираться и не накладывать на людей ничем не обоснованные ожидания. Согласен. Ну и отлично. Звучит действительно глупо. Весь этот разговор явно действовал ей на нервы. В принципе, ее можно было понять. Мы уже далеко не в первый раз вели подобную беседу. На самом деле, такое происходило примерно раз в пару месяцев. Хватит уже витать в облаках. Тебе нужно снизить свои стандарты, выйти на улицу, просто с кем-нибудь познакомиться. Ты же знаешь, что я пытался, и у меня ни черта не вышло. Стоит выдаться какой-нибудь возможности, я тут же начинаю волноваться и паниковать. Ну и к чему тебя все это привело? Мне страшно. Почему? Не знаю, что будет дальше. Даже если я и найду свою вторую половинку, боюсь, люди вокруг не примут ее, кто бы это ни был. Да и насри ты на них. Давай без глупостей, меня за такое штрафовать могут. Ладно. Она глубоко затянулась сигаретой.
Блин, это было... Ладно, это было смешно. Ну и что же такого приключилось с тобой на днях? А? Ты редко так себя накручиваешь, выкладываешь, что стряслось. Кое-что действительно стряслось. Кое-что настолько нелепое, что даже стыдно было бы об этом с кем-либо разговаривать, но она меня знала, что я чувствую, и поэтому я рассказал ей все. Я тут на днях посмотрел один стендап. Шутишь? Я серьезно? Там выступал мой любимый комик, он недавно женился по любви. Мне казалось, он и его жена идеально подходили друг к другу, находили общие интересы во всем. Я был уверен, что он пошел по пути меньшего сопротивления и выбрал ту, кого с легкостью приняла бы его семья, но оказалось, что им пришлось пройти через множество различных препятствий. Когда я услышал об этом, я дико испугался. Чего так? Я понял, что и мне однажды придется с этим столкнуться, что мне придется принимать какие-то важные решения. Если я буду наблюдать издалека, то мне не придется ничего решать. С выдуманным образом у меня не будет никаких таких проблем. Зато будут другие. Так и есть. Знаешь, иногда у меня возникает необъяснимое желание забраться на самое высокое здание в городе и сдохнуть. Ты же знаешь, самоубийство не... И взлететь, дура. И если бы я мог летать, все эти мирские проблемы казались бы мне жалким пшиком. Да и какому человеку вообще было бы дело до всей этой повседневной суеты, когда он может летать? Ну и мечты у тебя, подытожила она, закуривая еще одну сигарету и ставя очередное многоточие в нашей с ней беседе. Ну, храбать. Окей. Я, наверное, не знаю, что сказать насчет этой истории. Странненькая чуть-чуть. Но, в принципе, понимаю. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.